Петр Дранга начал свой путь в мире шоу-бизнеса в качестве аккордеониста-виртуоза. Необычайно обаятельный с яркой внешностью, Петр смог проявить себя в качестве певца и модели. Его звезда взошла в начале 2000-х годов. Палитру современной российской эстрады пополнил самобытный, достаточно необычный исполнитель. Одновременно красивый, подвижный и с аккордеоном в руках. Мастерское владение инструментом и природное обаяние артиста вкупе предопределили его популярность у довольно широкой аудитории. Но спустя время Петр Дранга пропал со сцены. Мы решили узнать, каким был его путь к успеху, куда пропал аккордеонист и чем он занимается сейчас. Петр появился на свет в Международный женский день 8 марта в 1984 году в Москве. Так что ему на роду было написано быть обласканным вниманием представительниц слабого пола. Но то, что мальчик с детства увлекся музыкой, тоже объяснимо. Оба его родителя – музыканты, а папа Юрий Дранга так и вовсе профессор Гнесинки. Кстати, это учебное заведение окончил в свое время и Петр. Уже с 12 лет подросток вовсю участвовал в различных конкурсах и на фестивалях, завоевывал симпатии зрителей и получал различные призы. После окончания школы он основал собственную группу. Коллектив выступал под интересным названием «Торра». Частенько вечерами ребята выступали, а днем молодой человек посещал Гнесинку, где работал его отец. Однако группа так и не смогла добиться славы, признания и денег. Через какое-то время коллектив окончательно распался. Молодой человек иногда подрабатывал, выступая в клубах и в ресторанах. После многолетних скитаний в поисках подходящей работы в столице, он решил переехать на Кавказ. Время показало, что это было правильное решение. Публика там оказалась куда более дружелюбной и благодарной, чем в Москве. Парню удалось быстро заработать порядочную сумму, которую он тут же вложил в собственное дело, когда вернулся в родной город. Все заработанные деньги он вложил в основание новой группы, которую назвал «Овердрайв». Удача вскоре улыбнулась ребятам. Их выступление увидел знаменитый пародист Александр Песков. Артист решил пригласить нашего героя в собственное шоу. Парень играл на гастрольных выступлениях Пескова, объехав таким образом практически все крупные города России. Вскоре его имя начинает все чаще мелькать в музыкальной тусовке. У него появились даже первые поклонники. В начале карьеры Петр заполнял музыкальные паузы на выступлениях знаменитых артистов, таких как Олег Газманов и Патрисия Каас. Постепенно он привык давать сольные концерты, которые неизменно сопровождались аншлагами. Послушать чарующие звуки аккордеона и посмотреть на красивого мужчину с удовольствием приходило множество юных и не очень молодых барышень. Благодаря таланту музыкант обрел благодарных слушателей. Со временем интенсивность выступлений у Дранги снизилась. Скажем больше, современный слушатель стал немного подзабывать, что такой музыкант существует. Тем не менее, во многих городах страны можно наблюдать афиши, предлагающие обзавестись билетиками на очередное представление Петра Дранги. Еще у парня очень много времени уходит на продюсирование, работу в студии Drango Music, на благотворительность и на модельный бизнес. Так что если этот симпатяга не мелькает, как прежде, на экранах телевизоров, вовсе не означает, что он удалился в монастырь или скрылся от общественности в глухой деревушке. Жизнь продолжается, и наверняка мы еще не раз насладимся новыми творческими достижениями Петра Дранги. Личная жизнь известного музыканта до сих пор остается одной из самых излюбленных тем прессы. В интернете часто появляются снимки нашего героя в компании дам. В течение нескольких лет журналисты обсуждали роман музыканта с популярной спортсменкой Ляйсан Утяшевой. Журналисты также утверждали, что молодые люди тайно поженились. Хотя в это самое время наш герой находился в гастрольном туре в другой стране и был удивлен, когда ему позвонили журналисты по поводу его предполагаемой свадьбы. Молодой человек опроверг слухи о том, что состоит в романтической связи со спортсменкой. Он заявил, что они с девушкой просто друзья. Согласно другим слухам, наш герой имел романтические отношения с ведущей Анфисой Чеховой. Однако и эта новость оказалась фейком. В 2010 году музыкант появился на одном из фестивалей в компании актрисы Оксаны Кутузовой. Молодых людей и раньше видели вместе, однако парень утверждал, что их отношения просто дружеские. На красной дорожке он тоже не ответил прямо, заявив журналистам, что это его личное дело. В это самое время журналисты заявили, что музыкант встречается с девушкой, которую зовут Настя. Якобы новая избранница артиста далека от публичной жизни, однако сам музыкант не дал никаких комментариев. Вскоре появилась информация о том, что артист состоит в браке с женщиной по имени Алина. Через какое-то время заметка о браке артиста исчезла,
но журналисты еще долгое время обсуждали это. Но наш герой в который раз оставил новость без комментариев. Петр старается держать подробности своей личной жизни под секретом. Он редко публикует в социальных сетях личные снимки, однако не так давно там появилось фото нашего героя, изображенного с маленьким мальчиком. Оказалось, что ребенок не является сыном артиста, а всего лишь приходится ему племянником. Никаких объяснений артист журналистам не предоставил. Он не говорит о наличии или отсутствии жены и детей. Слухи о новых романах артиста регулярно появляются в сети, но наш герой старается держаться от подобных слухов подальше. Скрытность музыканта породила огромное количество слухов. Хейтеры и недобросовестные журналисты утверждают о нетрадиционной ориентации популярного аккордеониста. Представители прессы просто не могут понять, как у такого талантливого и красивого мужчины не может быть девушки. Но никаких доказательств у них нет, поэтому новости об этом переходят в разряд пустых сплетен. В настоящее время сердце нашего героя свободно. Он был и остается одним из завидных женихов страны и предпочитает спокойную холостяцкую жизнь. 5 лет назад все поклонники музыканта и пресса были ошеломлены. Артист попал в неприятную историю. Ему пришлось оправдываться перед полицейскими, поскольку в его квартире был обнаружен труп. Свою однокомнатную квартиру парень сдавал. По его словам, всеми вопросами аренды и платы занималась его мама. В квартире проживал спортсмен, бодибилдер по имени Вадим. Мужчина несколько дней не появлялся в кругу знакомых. Дверь в квартиру вскрыли и нашли там тело спортсмена. Оказалось, что у мужчины не выдержало сердце, и он умер. В квартире было найдено множество различных спортивных препаратов. Они были разложены по всем ящикам и шкафам. По словам знакомых покойного, он не мог обойтись без стимуляторов и принимал гормональные препараты на регулярной основе. Что касается творчества, в этом вопросе наш герой продолжает проявлять невиданную продуктивность. В настоящее время музыкант продолжает свою концертную деятельность. У него очень плотный график и расписана каждая минута. Не так давно он решил попробовать себя в качестве продюсера. Молодой музыкант основал собственную компанию, назвав ее своим именем. Фирма занимается раскруткой начинающих музыкантов и певцов. Одним из самых популярных подопечных нашего героя является рэпер Джонни. Интересно, что музыкант выпустил совместный трек со знаменитым певцом Тимбалендом. Совместный сингл музыкантов попал в десятку самых лучших хитов чарта Billboard. Наш герой часто сотрудничает со знаменитыми музыкантами России и Запада. К примеру, ему повезло поработать вместе с Фарреллом Уильямсом. Петр написал битбокс для аккордеона для новой композиции своего друга и коллеги. Знаковым стало выступление нашего героя на концерте, который был посвящен творчеству Тамары Гверцетели. Вместе с певицей музыкант исполнил культовую композицию под названием «Падам». Петр Дранга продолжает вести активную творческую жизнь, ездит в гастрольные туры. Его следующий тур расписан на год вперед.